привет! Добро пожаловать на мой вязальный канал. Меня зовут Светлана. В этом видео я расскажу о том, как я вязала вот такую вот разноцветную футболку регланом сверху по кругу. Я не люблю реглан, я уже говорила, но мне почему-то захотелось связать реглан. И задумка у меня была связать платье, футболка регланом сверху вниз, чтобы была очень большая свобода облегания. Такая вот бесформенное платье и футболка. И хотела я это связать из хлопка. Но так как у меня 400 грамм хлопка, наверное, мне надо было бы, а то и больше, одноцветного, одного метража, то есть однометражного у меня не было. У меня был вот такой вот разнообразный хлопок, и я решила связать это платье полосками. Я подобрала определенную палитру и начала вязать. Но когда я уже связала где-то приблизительно вот такое вот расстояние, вот сверху до серого, я поняла, что тут палитра такого пастельного оттенка, такие нежные, такие приятные цвета, и ну, это еще не очень яркие цвета, у меня были еще ярче. Ну, как бы мне не хотелось портить вот эту вот нежность такими вот яркими цветами, и посмотрев, сколько у меня пряжи, я пришла к выводу, что я свяжу себе футболку. Посмотрю, как эта задумка будет выглядеть в футболке, и потом, если мне вдруг понравится, я уже свяжу себе такие платья, футболку, но из других цветов, или же специально куплю пряжу и однотонную я свяжу. Пряжа у меня толстая, пряжу я покупала в европейском стоке, я когда-то об этом говорила. Ну да, жадность это наше все. Пряжа, не было указан метраж, там была смесь хлопка. Как оказалось, хлопок довольно-таки толстый, 100 метров на 50 грамм и толще. Поэтому изделие получилось довольно-таки тяжелым, несмотря на то, что эта футболка не длинная, она получилась весом 300 грамм. На 42 размер, ширина у нее не очень большая, не сильно большой оверсайз. Сейчас я замерю, потому что я даже не мерила, если честно. Ну, 46 сантиметров получается футболка. У меня 42 размер, а футболка 46 сантиметров. Ну, она не очень широкая. И давайте я высоту ее померяю, чтобы уже ну, сказать, какая она длиной. То есть от горловины до низа изделия 50 сантиметров. Вот от горловины до низа изделия, ну, я чуть потянула, да, она подвытянулась, 50 сантиметров. Вот такое изделие. Вязала регланом сверху вниз по кругу. И как же я вязала? Как вы можете видеть, регланную линию я оформила прибавки в виде накидов. Такая вот ажурная регланная линия. Изначально я хотела, сейчас покажу, какую я регланную линию хотела. Это мое начало этой футболки в предыдущем варианте. Но что я не захотела? Я делала прибавки из вывязывания. Так, может быть, будет видно так. Из вывязывания с ряда нижнего ряда, то есть на ряд ниже, из вот регланной линии у меня идет, и я вывязывала на ряд ниже. И ну, получилось очень неаккуратно, как-то так затянуто. Я побоялась, что после стирки это не выпрямится, и, в общем, психанула, так скажем, да, и решила связать накидами. И мне, в принципе, понравилось. Что же мне тут еще смутило? Вот вы видите, пряжа была с этикеткой. Это одна из немногих. Ой, убежала. Хочу показать, что действительно это европейская пряжа. Так, покажи. 95% хлопок, 5% полиамид. Вот так вот она называется. 50 грамм, 112 метров. Ну и судя по этикетке, это написано по-немецки.
Не знаю немецкий язык, поэтому могу ошибаться. Если я ошиблась, а вы знаете какой-то язык, скажите, пожалуйста. Ну, вот такие вот буквы очень похожи на немецкий. Ну, не знаю. Значит, что тут не так? Полотно косит. Вот тут вот можно хорошо видеть, как вот эти вот дорожки, они вот туда уходят вправо. В общем, такая мне идея не понравилась, и я взяла другую пряжу и начала вязать. Как же я вязала? Сейчас я расскажу, как. Я связала образец. По образцу посчитала, что у меня вот такая плотность вязания в 1 сантиметре 1,765 петли и в 1 сантиметре 2,67 ряда. Использовала я спицы для вязания номер 3,5. И резинки вязала, и рукава, и все, абсолютно все полотно я вязала на спицах номер 3,5. Я набрала 104 петли на горловину. По расчетам я 100 сначала набрала, но мне показалось узковато, и я перенабрала 104. Регланные линии у меня по 2 петли. Распределение на реглан я сделала вот таким вот образом. То есть 104 минус 8 это регланные линии. Получается 96 петель. Это у меня все полотно. Все полотно я делю на 3. Получается по 32 петли. 32 петли наперед, 32 на спинку и 32 на рукава. По 16 петель, 32 разделить пополам, да, по 16 петель. От рукавов я не отнимаю абсолютно ничего. Я не люблю, когда рукава узкие. И регланные линии, когда отнимаешь от рукавов петли, смещаются на плечо. Я такое не люблю. Я люблю, когда регланная линия четко, вот где начинается плечо, да, отделяется от тела, вот четко, чтобы она там лежала. И, в общем-то, это правильно. Когда уезжает на плечо, начинает деформироваться на горловине полотно, тянуть. И сколько бы росток не вязала, но все равно не убирается вот это вот, то, что тянется. Но, опять же, это все зависит от типа фигуры. У меня именно вот реглан такой на мою фигуру хорошо ложится. Дальше. Я делаю расчет на росток. На росток я беру 14 рядов, это 7 разворотов. 7 разворотов я по плечу делаю 3 разворота и по горловине делаю 4 разворота. Соответственно, по плечу 3 разворота я отнимаю от спинки 3 петли, а к переду прибавляю 3 петли. И в итоге у меня получается, что на рукавах по 16 петель, на спинке 29 петель и на переде 35 петель. На спинке я разворачивалась, на рукаве я разворачивалась первый раз от регланной линии я провязала 5 петель, развернулась, второй раз, ну, соответственно, с этой стороны также, да, второй раз я развернулась от вот этого вот разворота, я провязала еще 4 петли, развернулась с этой стороны аналогично. И в следующий раз я от второй точки разворота провязала еще 4 петли и развернулась. Тут у меня осталось до регланной линии 3 петли не провязанных. Далее я перешла наперед и начала разворачиваться по переду. Значит, по переду я развернулась первый раз от регланной линии, я провязала 2 петли, развернулась. Дальше второй раз я от первой точки разворота провязала 3 петли, развернулась, с этой же стороны аналогично. Далее я от второй точки разворота провязала еще 3 петли, развернулась и назад. И от третьей точки разворота я провязала еще 4 петли, развернулась, тут же сделала точно так же. Дошла до начала ряда. У меня начало ряда по спинке по регланной линии. Вот я сейчас покажу. Вот здесь вот у меня было начало... Нет, вот здесь у меня было начало ряда. Да. Тут вот у меня было начало ряда, и я вот отсюда начинала считать. Значит, отсюда я провязала первый раз, развернулась, дошла до этого места, остановилась, развернулась, потом дошла вот так вот, потом сюда пошла, и в конечном итоге я развернулась последний раз вот с этой стороны, дошла до начала ряда и пошла вязать все в круг. Вот здесь вот можно увидеть развороты, вот по плечу, вот первый разворот от регланной линии, второй разворот
И третий разворот, вот с изнанки они видны. И по переду у меня тоже 4 разворота. С этой стороны они видны получше. Вот первый разворот, прям чуть ли не у самой регланной линии. Вот второй разворот, третий и четвертый. И вот с этой стороны тоже вот у меня четвертый разворот, вот третий разворот, второй и первый. В итоге горловинка такая вот получается хорошо круглая и довольно-таки большой росток. Дальше я начала после ростка, все объединила круг и не стала абсолютно никак не заморачиваться, ничего. Я решила вязать классический реглан. Классический реглан — это прибавки по регланным линиям в каждом втором ряду. Я решила, что мне ширина ни рукавов, ни тела особо сильно не важна. Вот сколько у меня получится ширина, столько и получится. В итоге я уже сказала, какая ширина получилась, меня все устроило. Дальше моя задача была решить, какие же я шириной хочу полоски. Я захотела не сильно узкие, но и не сильно широкие. От горловины, после того, как я соединила круговое вязание, я провязала, по-моему, 10 рядов белым. Далее я присоединила вот этот вот коралловый цвет, провязала 12 рядов, и дальше я решила вязать 12. Но вот эта вот коралловая полоса кажется чуть уже, чем следующие. Почему? Потому что нитка тут тоньше, и поэтому она кажется уже. Вот. И потом я стала вязать по 12 рядов каждого цвета вниз. У меня так сложилось, что у меня по всему телу, да, учитывая с белым, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 полосочек. Если бы вдруг у меня тут четко 12 рядов, переход от цветной полосы к резинке я сделала по тому принципу, по которому у меня снято видео. Я вставлю подсказку, там такая небольшая хитрость есть. Ну, если вам это интересно. Если не интересно, вяжите так, как вам нравится. Если интересна подсказка, перейдете, посмотрите. Значит, если бы вдруг у меня не хватило, или, ну вот я остановилась бы, к примеру, на середине полосы, да, у меня вот длина мне больше не хочется, потому что резинка у меня 5 сантиметров. Сейчас я еще скажу, сколько я рядов вязала регланной линии. 5 сантиметров. Опять же, я не считала, сколько тут рядов. Ну, по-моему, рядов 14, если я не ошибаюсь. Если бы я вдруг остановилась на половине полосы, что мне вот длина не нужна, ну, я бы оставила половину полосы. Если бы, допустим, у меня полоса закончилась, мне нужно новую вязать, но я понимаю, что у меня будет половина этой полосы, я бы вот просто бы низ связала белым, как вот тут вот вверху. То есть тут у меня не принципиально было, так просто сложилось, что вот полоса как раз она все это мне и закончила. На рукавах я решила ну, как бы повторить вот эту вот лиловую линию, потом мне, в общем-то, ширины достаточно, вернее, длины рукава достаточно было, я закончила белой пряжей, тут резиночка совсем короткая, сантиметра 3. Мне так захотелось, можно было бы и длиннее связать. Далее, какая у меня длина регланной линии? Длина регланной линии у меня 17 сантиметров получилась. Правильно? 17? Нет, что-то я не то сказала. Не 17. 17 без резинки. Да, 17 без резинки. Вместе с резинкой у меня длина регланной линии получилась 20 сантиметров. А вот без резинки как раз 17. Вот. 17 сантиметров в высоту. Это как раз получилось 40 рядов. 40 рядов. Подрез у меня 8 петель. Я так прикинула, что, в общем-то, и как раз средняя такая величина. Далее, после того, как я провязала реглан, сколько у меня петель осталось? На теле у меня получилось 168 петель. Это вместе с подрезами. То есть у меня получилось по спинке 73 петли и по полочке по 73 петли. И подрезы по 8 петель. Соответственно, у меня по кругу получилось 168 петель. Я
Так, эти 168 петель и вязала. Сколько же петель у меня получилось по рукаву? Когда я закончила регланную линию, отсоединила рукав, у меня по рукаву было 67 петель. Нет, простите, 61 петля. Потом я прибавила еще 8 петель подреза, и у меня получилось 69 петель. Потом я через несколько рядов в третьем ряду, вот первый ряд я провязала, ну как бы подняла петли из подреза, во втором ряду просто ровно провязала, и в третьем ряду я убавила по одной петле со стороны каждого подреза. И в итоге у меня получилось 67 петель. Но довязав до резинки 67 петель, резинка 1 на 1, нечетное количество, в общем, резинка не впишется. Я перед самой резинкой убавила одну петлю, вот тут вот хорошо видно. И на 66 петлях связала резинку. Резинка у меня получилась 9 рядов на рукавах. И на низе изделия у меня 5 сантиметров резинка, 15 рядов. Я сказала 14. И вот такая вот у меня футболочка получилась. На мой взгляд, единственный ее недостаток — это то, что она довольно-таки плотная, жарковата и ну, толстая, да, и тяжелая. И, в общем-то, все. Все остальное мне очень сильно нравится и устраивает. Ушло на это изделие 300 грамм пряжи. Ну, там 298, что-то так. И это уже без кончиков. С кончиками у меня было чуть больше 300 грамм. Кончиков, конечно, было много, потому что полоски... Я кончики приклеила. Прятала, а потом клеила. Первый раз клеила, так, вот они. Клей, конечно, по ткани, но он непрозрачный, он такой желтизной. Я уже как-то клеила этим клеем. В одном из изделий у меня получилось, что я присоединила нить, и там было 2 кончика, и я почему-то подумала, что я заправила один кончик, а подумала, что я заправила другой кончик, и тот другой отрезала, а оказалось, что он у меня не заправлен, и мне пришлось его подклеивать, и после того этот клей держал долго кончик, все нормально, поэтому я решила этим клеем приклеить, но он желтоватый. Ну, он на лицо не проходит, то есть как бы ничего страшного с изнанки. Но, честно сказать, хотелось бы, чтобы прозрачный был. И вот такая вот футболочка у меня получилась. В принципе, я очень довольна. Хотя я не хотела футболку регланом. Ну, вот такая вот она необычная. Вроде лицевой гладью, но мне нравится.